Уважаемые дамы и господа, сегодня у нас заключительный ролик в данном цикле. Тема «Остальные возможности». В предыдущий раз мы с вами рассмотрели наш первый курс в целом. Примерно половину слушателей вполне это удовлетворяет. Да, закончил, почувствовал силы, прилив энергии, и при необходимости человек обращается уже к духовному целительству. Тема данного ролика, а вот остальная половина слушателей, куда они идут дальше, зачем, какие возможности не получают. По статистике, я говорил, примерно 15 выпусков у нас было по данной программе. Примерно половина слушателей принимает решение «я хочу идти дальше». Да? В каких случаях возникает вот эта потребность, необходимость, желание идти дальше? Ну, по крайней мере, первая причина. Мы говорили, один человек прошел программу, ему стало намного легче, да, и достаточно периодически обращаться к духовному целительству, весело, по жизни, да, слегка касаясь земли, пошел. Это не у всех, да. У другой части, если проблем много, человек почувствовал, да, стало легче, стало приятнее, но все равно есть груз проблем, который давит, а хотелось бы, чтобы он не давил, да, чтобы тоже слегка касаясь идти по жизни, да. Поэтому есть вопросы, которые еще нужно решать для того, чтобы получить удовлетворение, радость, там, прилив энергии, то состояние, в котором хотелось бы жить. Одна причина. Вторая причина. Человек понимает, вот когда у спортсмена наилучшая форма, когда он постоянно тренируется. Да? Поэтому, когда человек регулярно, там, раз в неделю, 2 раза в неделю, да, и плюс там самостоятельно, когда он регулярно вкладывает в себя, там, прокачивается энергетически, работает с различными там программами, да, постоянно его сознание обновляется и растет. Вот когда он идет по этой процедуре, да, постоянная тренировка, у него наивысшая форма. И фактически те, кто проходит обучение, вот год обучения, предположим, или чуть больше, у них и самые большие изменения по судьбе происходят. Почему? Есть изменения, есть внешний результат. Когда человек прошел обучение, приподнялся, дальше, если изменений нет, уже по-разному. Зависит от того, как человек принимает решение. А пока ты тренируешься в темпе, то есть возможность для постоянного роста. Да? Поэтому второе– это держать себя в форме и увеличивать, да, свои возможности, да, свои результаты по жизни. Третья причина уже, скажем, такая более глобальная, это достижение основных, получение основных эзотерических призов. Да? То есть одна из целей второго курса достижение, или точнее второй ступени развития по эзотерике, это достижение чистоты. Да? То есть если у человека все правильно с его сознанием, все негативные программы устранены, страхи, переживания, страдания, там, комплексы, зажимы, все остальное прочее, да, вот оно устранено, то человек, его естественное состояние, покой, свет, полет, энергия переполняет, все чакры сияют, каждая чакра как ядерный реактор, да, источник огромной энергии, вот он в этом состоянии живет, при условии, что он достиг чистоты. Чистота– это отсутствие страха, переживания, того, что мы с вами сказали. Да? Классное состояние, за это стоит побороться. Понятно, что человек живет множество воплощений. Каждый человек, который не летает на крыльях, насобирал за собой там вагон и маленькую тележку проблем, быстро их не разгрузишь, но в любом случае эту работу нужно делать. Да? Как это выглядит по нашей программе второго курса? Берем, ну, собственно, основные задачи две – судьба и внутренний мир. Судьба – это что? Предыдущее воплощение– это жизнь, последующее воплощение. Предыдущее воплощение, ну, для примера, если человек падал в воды, да, в ад, были же причины, где-то там предательство, где-то жадность, где-то еще что-то. И если эти программы не убрать, то есть вероятность, что опять упадет в ад. Подойдет соответствующая ситуация, решения до сих пор не приняты, будет срабатывать старый навык. Опять возможность, скажем, присвоить чужое имущество, присвоил, и
в нижние круги ада, да, улетел. Да? Поэтому задач по предыдущим воплощениям достаточно много, но, по крайней мере, причины, то, что уже вело к поражению, к падению, их нужно убрать. Да, там человек боится, неважно, денег, карьеры, людей. Да, многие причины лежат в прошлом. Предыдущее воплощение нужно почистить, чтобы они не тянули человека, да, в свою там, негативную сторону. Хорошие достижения, которые были, чтобы на них можно было опереться, их нужно тогда вспомнить, принять, признать, потому что, скажем, как обычно работает схема. Взлет, достиг результата, здесь не готов, падение. Падение помним, а вот то, что к нему привело, да, от этого отказываемся. Да, скажем, стал казначеем, сделал карьеру, да, украл деньги, там, на кол посадили, деньги больно, деньги зло. Не деньги зло. Не нужно быть подлым человеком, не нужно воровать, не нужно предавать, подводить товарищей. Да? Но если человек принял решение, что это плохо, он вот от этих достижений отказался. Да? Поэтому негативные программы отдельно, позитивные достижения отдельно, на одно опираемся, второе вычищаем. Да? Тогда человек, вот он на своем прошлом, он твердо стоит, он знает, какие ошибки уже были, их нельзя допускать, в чем его сила, на что нужно опираться. Да, вот он решил задачи по прошлому. По этим воплощениям, опять же, и судьбу принять, да, почему она такая, и цели, чтобы это были лучшие из возможных, да, соответствующие кармическим задачам, одобренные высшим силам. Да, и когда человек все здесь правильно сделал, то у него запускается процесс, он по всем целям активно идет вверх. По самореализации, там, по развитию, по личной жизни, по формированию окружения, по образу жизни, да, по финансам, да, по традициям, по отдыху, по всем сферам, да, чтобы он понимал четко, что правильно, что доступно, и он двигался с максимальной скоростью вверх. Последующее воплощение, да, вот часть же людей считает как? Украл, там, сбежал за границу, и вот оно счастье, тебя там, твоя родная страна не достанет. Ну так достанут там, самые разные другие ситуации. Убежал от людей, так от кармы ж не убежишь, да, и там, 1000 лет в водах лизать раскаленную сковородку, да, или там еще что-либо, что этот перечень услуг, да, предполагает, очень неприятно, и для обычного человека он вообще не думает, а для духовного, ну, это как же бессмысленно. Да? Несколько десятков лет, да, ты совершил подлость, да, обманул друзей, там, да, кто тебе доверял, живешь на ворованном где-то, несколько десятков лет облизываешься, да, и потом сотни лет или тысячи лет, да, грубо говоря, расхлебываешь, да, на своей шкурке, да, если, ну, там, неважно, коррупционер украл деньги, да, там, тысячи, скажем, пенсионеров голодали. Вот ты вот 1000 этих страданий должен испытать. А как по-другому? А как человека без совести, да, без чести научить чему-то? Ну, испытай, пожалуйста, на себе, что так поступать не нужно. Да? Поэтому, если человек духовный, эзотерический, да, важно, что ты делаешь в этой жизни. Нужно действовать таким образом, чтобы следующее воплощение двигали человека вверх, чтобы это не было расплата за бесчестные поступки. Да? Поэтому часть вопросов – это судьба, прошлое, настоящее, будущее. Часть вопросов – это внутренний мир, да, вот, фактически все, из чего состоит человек. Там чакры, каналы, потоки, там какие-то внешние системы, физическое тело. Шаг за шагом идем, изучаем. Если есть какие-то отклонения, там, повреждения, неважно, чакры там, или способности какой-то, каналы где-то там порвались или забились. Да, и все это нужно прорабатывать, восстанавливать, доводить до нужной кондиции. Да? Когда у человека нет зла, слабости, глупостей, он переполнен энергией, да, он летает на крыльях, и к этому состоянию нужно прийти. С одной стороны, чистота, нет претензий к человеку, за что его нужно там бить, останавливать, ограничивать. И с другой стороны, да, следующая задача четко, чтобы были поставлены правильные цели, одобренные свыше, и человек запустил процесс
осознанного и достаточно активного движения к этой цели. Да? То есть задача второй ступени — это чистота и судьба лучшая из возможных. Да? Когда человек, по крайней мере, в большей степени вот эти задачи решает, можно сказать, что вопросы второй ступени он в основном закрыл. Да? Дальше можно или просто в поддержание формы перейти в такой режим, или двигаться дальше, потому что предела совершенству нет. Закрыл третий уровень, есть четвертый, пятый, шестой, седьмой. Да, развитие в этом плане уникальное, огромные возможности. И если основные задачи второй ступени закрыты, да, это примерно для половины наших слушателей, для части из них, ну, это одного из 100 плюс-минус, это возможность перейти на следующую ступень, это профессиональная подготовка. Понятно, что это не для всех, даже если у человека есть способности, позитивные результаты. Это отдельные требования, отдельные, да, вот, качества человека должны быть. Не каждый же стремится нести благо в этот мир, и вот благо изменения человека, да, сделать это своей профессией. Но те, у кого это стремление есть, скажем, быть ведущим курсом или быть духовным целителем, вначале там, консультантом, то есть возможность перейти на следующую ступень, да, это третья ступень, профессиональная подготовка. Фактически основные знания, навыки у человека есть, что ему необходимо для того, чтобы профессионально себя в этой сфере реализовать. По крайней мере, отдельные темы — это работа с клиентами. Ну, примерно это как выглядит с точки зрения наших целителей. Человек еще не зашел, не пришел, он в здание не вошел, но его система, его фантомы уже расставляют. Здесь поплакать, здесь пообвинять, здесь там еще что-либо. Да? Вот приспособление для того, чтобы испытывать свои привычные состояния и поддерживать свою привычную технику общения с другими людьми. Да? Поэтому это нужно понимать и с этими системами, да, и с другими вопросами, которые возникают при взаимодействии с новыми людьми, с разными там проблемами, да, чтобы можно было бы правильно себя вести, правильно реагировать. Вот эти вопросы. Вопросы риторики, внешняя подача, ну, иначе человека как бы не очень приятно, интересно слушать. Вопросы, конечно, основные. Это индивидуальная работа, да, духовный целитель, да, он выступает в роли наставника, и стажировка, да, смотреть, насколько правильно человек все делает, так, чтобы вывести его на соответствующий уровень профессионализма. Для тех, кто, может быть, у нас, тех, кто работает, да, многие об этом мечтали, да, или с детства мечтали, или когда они поняли, что это такое, как это классно, да, когда пустые глаза начинают светиться, когда человек, потерявший веру, начинает гореть, и для него жизнь фактически начинается заново. Да? Когда человек это испытывает, ему вот есть ради чего жить, да? Потому что фактически это есть чудо. Да? Душа, которая хочет исчезнуть, она начинает стремиться к свету и к позитивным результатам. Это класс. Да, фактически, если говорить о религиях, для чего они работают? Для спасения души. Да, мы не всегда используем высокие слова, да, особенно в начале, но фактически работа духовного целительства, она в этом и состоит. Исцеление во многих случаях и спасение души. Если вас привлекает то ли вторая ступень, ну, понятно, что постоянно расти, да, становиться сильнее, умнее, лучше, увеличивать свои возможности — это классно. Ну и если привлекает третья ступень, понятно, это не для всех, то, пожалуйста, подключайтесь к нашим занятиям. И наши, да, профессиональные сотрудники, опыт огромный, там тысячи сеансов, более 10-15, как правило, лет практики с удовольствием вам помогут. Успехов!